Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео мы рассмотрим организацию, состав, вооружение и боевое построение стрелкового взвода вермахта, который на немецком языке звучит как Schützenzug. Для изучения подразделения возьмем штат 131С от 1 февраля 1941 года. Стрелковый взвод вермахта состоит из 49 человек. Командир имел звание от лейтенанта до обер-лейтенанта. Он был вооружен пистолетом и пистолет-пулеметом МП-40 с 3 магазинами по 32 патрона. Поскольку взводу полагалось иметь одну повозку с лошадьми и одну ручную тележку для перевозки имущества, в подразделении числился конюх в звании гефрейтера. В его обязанности входило следить за лошадьми и обеспечивать их кормом. Конюх вооружался винтовкой карабинер 98К. Группа управления взвода, на немецком «Цугтруп», была представлена заместителем командира взвода в звании от обергефрейтера до унтерфельдфебеля, вооруженного пистолетом, и 3 посыльными, на немецком «Мельдеры», в звании до гефрейтера, вооруженными магазинными винтовками. Один из посыльных исполнял обязанности гарниста, другой — обязанности светосигнальщика. Интересно, что в вермахте наряду с радиосвязью использовался другой, более примитивный способ передачи сигналов – гелиосвязь. Когда сообщения передавались азбукой Морзе с помощью зеркала или фонарика, этим занимался светосигнальщик. Из армейского имущества у группы управления, кроме проблескового фонаря, имелись ножницы для перекусывания колючей проволоки, ракетница и сигнальные флажки. Основу стрелкового взвода составляли 4 стрелковых отделения, идентичные по составу и вооружению. Отделение, на немецком «Schützengruppe», состояло из 10 человек. Командир имел звание от обергефрейтера до унтерфельдфебеля. Он был вооружен пистолет-пулеметом МП-38 или МП-40 с 6 магазинами по 32 патрона. Командир занимался целеуказанием и координацией действий подчиненных на поле боя. Его должность на немецком звучит как «группенфюрер». Не стоит путать с генеральским званием в войсках СС. Здесь это именно название должности. По аналогии, командир взвода на немецком «Zugführer», командир роты «Kompaniefführer». Вторым по старшинству в стрелковом отделении был заместитель командира. Как и другие 6 стрелков, он вооружался винтовкой карабинер 98К с 12 обоймами по 5 патронов. В обязанности заместителя командира входило поддержание связи с командованием взвода и другими стрелковыми отделениями. Ключевым звеном Schützengruppe был пулеметный расчет, состоящий из 2 человек. Первый номер пулеметного расчета вооружался пистолетом и ручным вариантом пулемета МГ-34 с заряженной 50-патронной лентой в жестяном коробе Гурттроммель-34. Первым номером пулеметного расчета становился самый меткий стрелок отделения в звании от гефрейтера до обергефрейтера. В его обязанности входило переносить пулемет и вести из него огонь. Второй номер пулеметного расчета вооружался 8-зарядным пистолетом П-08 или П-38. Имел звание от обершютце до гефрейтера. В его обязанности входило помогать первому номеру вести огонь из пулемета, чинить мелкие неисправности, переносить масленку, принадлежности для чистки оружия, кожух ствола и 2 сменных ствола. Второй номер также нес 4 гурттроммеля по 50 патронов и большой патронный короб Патроненкастен 41 на 296 патронов. Один из 6 ранее упомянутых стрелков был 3-м номером расчета. В его обязанности входило подносить боеприпасы к пулемету и проверять их качество. Поэтому, помимо своего личного оружия, он нес 2 патронных короба Патроненкастен 41, в каждом из которых было 2 пулеметных ленты. Одна на 197 патронов, другая на 97. Таким образом, штатный боезапас пулеметного расчета составлял 1138 патронов. Однако на практике каждый стрелок отделения, включая командира, мог нести еще от 50 до 100 патронов к пулемету. В походном построении командир шел первым, за ним следовали первый номер пулеметного расчета, второй номер, третий номер и другие стрелки подразделения. Замыкал колонну помощник командира, следивший за тем, чтобы никто не отстал. При обнаружении противника стрелковое отделение развертывалось в боевое построение следующим образом. Пулеметный расчет старался занять наиболее выгодную позицию в центре.
Третий номер располагался немного позади, в укрытии, ожидая, когда потребуется подносить боеприпасы к пулемету. Но при этом не бездействовал, а вел огонь из винтовки. Оставшиеся стрелки занимали места на флангах и рассредотачивались на расстоянии 2-3 метров друг от друга. У командира стрелкового отделения не было четко определенной позиции, поскольку он должен был находиться в самом нужном месте для координации действий подразделения. Пулеметный расчет вел стрельбу короткими очередями со скоростью от 80 до 150 выстрелов в минуту. При выходе из боя он отходил последним, под прикрытием остальных стрелков. Вся тактика немецкого стрелкового отделения строилась вокруг пулеметного расчета, он составлял основу огневой мощи подразделения. В случае его гибели боеспособность отделения резко снижалась, если другие стрелки не могли или не успевали занять место убитых пулеметчиков. Когда стрелковому отделению необходимо было атаковать позиции неприятеля, оно делилось на две группы – огневую и маневренную. Пулеметный расчет вместе с третьим номером и командиром отделения образовывал огневую группу и старались подавить противника плотным огнем, чтобы он не мог высунуть голову и вести ответный прицельный огонь. Оставшиеся 6 стрелков под руководством заместителя командира старались обойти противника с флангов и добить его остатки перекрестным огнем. Такова была главная задача маневренной группы. Интервал между наступающими солдатами составлял от 2 до 3 метров. Камераден, чтобы не терять связь со своими зрителями из-за блокировок YouTube, я создал канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, рисунки униформы и снаряжения солдат, редкие раскрашенные фото с подписью, познавательные книги и журналы, а также все видео, которые выходят на YouTube. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео. Вернемся к рассмотрению организации стрелкового взвода. Если в отделениях с самым мощным вооружением был ручной пулемет, то во взводе эту роль играл уже легкий 50 мм миномет Гранатенверфер 36. Несмотря на это, он был скорее средством поддержки, нежели ключевым звеном. Основу огневой мощи подразделения составляли именно пулеметные расчеты. Обслуживанием легкого миномета занималось 3 человека. Командир минометного расчета в звании от обергефрейтера до унтерфельдфебеля, вооруженный винтовкой карабинер 98К, и 2 минометчика, вооруженных пистолетами П-08 или П-38. Командир имел при себе бинокль и планшет. В его обязанности входила переноска сошек Гранатенверфер 36 и одного ящика с 10 минами. Минометчик под номером 1 нес на себе опорную плиту, а минометчик под номером 2 – ствол орудия. Оба солдата также переносили по 2 ящика с минами. В боевое положение миномет собирался из 3 частей. Главное преимущество орудия – возможность вести огонь из закрытой позиции по навесной траектории, оставаясь при этом в недосягаемости стрелкового оружия противника. Дальность стрельбы могла варьироваться от 20 до 500 метров, а боевая скорострельность составляла от 15 до 25 выстрелов в минуту. Итак, общее вооружение стрелкового взвода вермахта состояло из 5 пистолет-пулеметов, 12 пистолетов, 33 магазинных винтовок, 4 ручных пулеметов и 1 легкого миномета. Величина боекомплекта была следующей: 1048 патронов для пистолетов и пистолет-пулеметов, 452 патрона для пулеметов, 2040 патронов для винтовок, 50 мин к миномету и около 60 гранат М24. Все тяжелое вооружение и армейское имущество на марше перевозилось на одной двуконной повозке. Вот так выглядело в реальности поголовное оснащение автоматическим оружием и моторизация вермахта. На 49 человек всего 5 автоматов. Остальные вооружены пистолетами и винтовками. Никаких автомобилей и мотоциклов не было. Даже командир взвода тащился пешком. Боевое построение стрелкового взвода представляло собой тупой клин, развернутый основанием к противнику. То есть 3 отделения выстраивались в одну линию, а 4-е оставалось в резерве. Командир взвода вместе с группой управления занимали место в середине боевых порядков, откуда можно было поддерживать связь со всеми подразделениями. Расчет легкого миномета старался выбрать наиболее удобную позицию позади первой линии. Тактика всего взвода строилась по тому же принципу, что и стрелковых отделений, вокруг пулеметных расчетов.
Если вам понравилось это видео, обязательно посмотрите продолжение, где я разбираю стрелковую и пулеметную роты вермахта. Спасибо за внимание.